Всем привет! Хочу сегодня показать, как с помощью вот такой вот простой и недорогой лапки оверлочной сделать красивый край изделия. И для этого даже не обязательно иметь оверлок. Ну, конечно, если у вас есть оверлок, отдельная машина, да, для обработки края, это, конечно, здорово, круто. Но, опять же, если вы шьете для себя или какое-то небольшое такое мини-производство, то можно с помощью и машинки, и такой лапки сделать красивый край. Вот, это я уже сделала край, обработанный на машинке с помощью оверлочной строчки. И сейчас мы посмотрим, как я его сделала. Итак, что нам нужно? Нам нужно кусок ткани, это сатиновый хлопок. Я его сложила вдвое, чтобы представить, что у нас изделие. Мы сложили два кусочка ткани и сейчас будем обрабатывать вот этот край. Для начала, конечно, нужно проложить ровную строчку на машинке. Прокладываем строчку где-то сантиметр от края. Мы проложили строчку. Что будем делать теперь? Теперь мы устанавливаем лапку. Лапка оверлочная у меня из вот такого набора. Если нужно, ссылку прикреплю под видео. Этому набору уже года полтора, то есть этой лапкой я очень-очень часто пользуюсь, и она у меня еще очень даже ничего сохранилась. Меняем лапку на машинке одним легким движением и заменили. Что касается настроек для оверлочной лапки, на моей машинке Giname этой марки есть оверлочная строчка. Вот она, по-моему, G. Но я ей не пользуюсь, она мне особо не нравится. Мне больше как-то по душе зигзаг. Обычный зигзаг, поэтому вот я когда купила машинку, и здесь сколько, 24 строчки, они на самом деле вообще мне не нужны. Я пользуюсь всегда прямой строчкой, либо зигзаг. Все, остальные меня вообще не интересуют. Так вот, мы выстраиваем зигзаг обычный, вот этот C. Вот он, зигзаг. По ширине, по длине, вернее, строчки я выстраиваю цифру 2, но здесь на самом деле на любителя, как вам больше нравится. Если я обрабатываю изнанку, то я на двоечке делаю. Если вдруг я обрабатываю край изделия наподобие что-то ролевого шва, то я выставляю там чуть поменьше, где-то около единицы. Ну, сейчас покажу и так, и так. Итак, мы выставили 2, и здесь у нас остается на пятерке, я всегда шью. Я установила лапку, и если вы обратите внимание, то у каждой оверлочной лапки есть вот такой хвостик. Это как такой направитель ткани. И раньше я особо не понимала, зачем он нужен, я просто шила вот этой лапкой, мне было удобно, что там есть внутри такой ограничитель, что не стягивала нить. Но вот этот вот хвостик, его нужно использовать, чтобы вот так немного загибать ткань. То есть я немного ее приподняла, и благодаря этому хвостику он будет ткань вести вот таким образом, чтобы она чуть-чуть подворачивалась, и чтобы не было этой бахромы из ниток в дальнейшем. Ну вот, например, я для начала пошью без загибки ткани, а потом продолжу загибкой. Вот, я шью без загибки. А далее я загибаю. Вот таким образом получилось у нас красиво обработанный край изделия. Вот здесь у меня ткань не загибалась, то есть я ее не приподнимала к лапке. И мы видим, что здесь торчат немного нитки. А дальше уже вот эта часть, это уже с подгибкой. То есть я чуть-чуть приподнимала ткань. И вот так красиво получилось с одной стороны и с другой. То есть получается, что даже не нужна никакая специальная оверлочная строчка на машинке. Достаточно иметь зигзаг, и вот такая красота у нас получается.
С помощью этой же лапки я обрабатываю красиво края изделия. Вот, например, у меня на топе пижамном таким образом обработан край. Это что-то на вроде ролевого шва, который исполняется на оверлоке. То есть вот у меня тоже край изделия подогнут внутрь и подшит с помощью этой же лапки. Этот топ у меня уже прожил стирок, наверное, 10 точно. И то есть мы видим, что этот шов, он сохраняет. Ну, он, конечно, немного прям распушился, но это не критично. То есть он все равно на вид очень даже ничего. Особенно издалека, если посмотреть, то очень даже красиво. По настройкам, вот он зигзаг, С, длина единица и ширина на пятерке оставляем. Опять же подгибаем край. То есть здесь уже в любом случае нужно будет приподнимать ткань, чтобы она уходила, закручивалась с помощью этой лапки вот таким образом. Ну что, вот таким образом у нас получилось. Ролевой шов на машинке без оверлока с одной и с другой стороны. На этом хотелось бы закончить. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Постараюсь побольше записывать вам видео. Все, спасибо за просмотр. Всем пока.